Всем привет! В этом видео мы хотим рассказать, что нам понравилось и не понравилось в отеле Fairmont Fujairah. Мы прожили здесь целую неделю, сегодня мы уже улетаем. И, наверное, начнем мы с хорошего, да? Да, мне понравилось, здесь есть теплые бассейны и дискотека. Да, ну, мини-диско Алисина любимая. Бассейны все подогреваются, они тепленькие, это очень-очень классно. Они почти как термальные источники. Еще здесь классная территория. Все такое зелененькое, очень много пальм. Бассейна два. Один теплый с подогревом детский, а второй только для взрослых, и детей туда не пускают. И еще мне понравилось здесь не море. Да, давай Тае дадим слово. Тая, что тебе понравилось? Ну, она за меня уже сказала, мне понравилось, что тут есть бассейны, которые с подогревом, и неважно в какой день, в плохую погоду или в хорошую, вам все равно там будет, не холодно, можно сказать. Да, а еще классное, знаете, что вот я сейчас вспомнила? Интернет есть по всей территории отеля и даже за на него пляже. не нужно платить, как в Египте. Скорость отличная, реально вот он даже сейчас на песке, и когда заходишь в море, в воду, он тоже есть. И везде-везде, даже в самых отдаленных отельных участках тоже есть. Я уже давно такого не встречала, и это классно. Не во всех отелях есть функция, что обед или ужин можно поменять. У нас в отеле оплачен завтрак и ужин, но иногда, когда мы не успеваем на ужин, мы меняем его на обед следующего дня. Булочки только на завтрак, и еще там есть пирожные и мороженые. Много-много всяких шоколадов, Алисиных любимых, да? Пляж очень классный, плавный такой заход в море, песчаный, песочек меленький-меленький и очень много красивых ракушек. А еще мы здесь морские звезды находили, их прибивают прямо к берегу. Хочу рассказать про питание. Питание очень хорошее, несмотря на то, что у нас завтрак, ужин. Завтраки шикарные, огромное разнообразие овощей, фруктов, там сыры, их куча разных видов, колбасы, сосиски, омлеты, яичницы, ну, как обычно, завтрак стандартный. А ужин тоже очень хороший, потому что очень большой выбор мяса, рыбы, всегда большое количество разных, там в кляре, жареное, филе, вот. И также фрукты, овощи, сладости, и, наверное, не перепробуешь за целую неделю всех. Что еще вам на ужин понравилось, а? Ну, мне понравились там каждый ужин готовит очень вкусную пасту. Мне больше всего понравилась паста с розовым соусом. А мне, Она так и называлась. понравилось картошка фри и бургер. Картошка фри, бургер — это ужасно, Алиса. Все. Сам отель построен в таком потрясающем восточном стиле, очень инстаграмненько. Ресепшн очень красивый, такой бело-черный, изысканный. Также мне очень нравится здесь дизайн номеров, мебель вся новая и обалденные кровати по качеству матраса. 4 вида подушек, представляете, на любой вкус. Твердые, не очень твердые, мягкие. В общем, для меня была просто идеальная кровать в номере. В каждом номере в отеле есть кофеварка вот такая. Вот эти штучки, чтобы кофе заваривать. Чай, чайник. Воду приносят каждый день бесплатно. Большой плюс в том, что все номера отеля имеют вид на море. Боковой, прямой, но он на море. Сейчас раннее утро. Мы сегодня впервые в 7 утра вышли на пляж. Такая красота. Никого еще нет, кроме нас. Хочу сказать немножко о негативных моментах. Ну, наверное, это не совсем негатив, но это такие минусы. Кровати. Кровати — это, конечно, просто капец при заселении. У нас номер был 4-местный, у нас в номере 4 человека. 2 взрослых, я и Света, крестная, и 2 детей, Тая и Алиса. У нас было написано, что у нас номер king size с видом на море. Нас заселили, да, вид потрясающий из номера, безусловно. Вот здесь я покажу кусочек. Но кровать на 4 одна большая, но это ненормально. Я, конечно же, спустилась на ресепшн с претензией, говорю: ребят, нас 4 человека, ну что за фигня такая? Сказали: хорошо, не надо, не брызгайся, мы вам добавим 1 кровать. Я говорю: нет, вы нам добавите не 1 кровать, а нам как минимум 2, но места для 2 кроватей нет, поэтому нам принесли 1 кровать для Таи и 1 детскую, вот эту вот маленькую кроватку для 2-летних деток. Алиса спала в маленькой кроватке детской для грудных деток, ну, пару ночей буквально, так все равно к нам приходила. А еще с нами девчонки, их 3 человека взрослых, и у них был 3-местный номер, но там тоже было 2 кровати, и они тоже ходили, ругались и просили, чтобы им добавили еще 1 кровать, потому что спать втроем как-то на 2 кроватях неудобно. Вот это, конечно, не очень хорошо. Виды с номера все, кстати, хорошие, и
практически каждый номер имеет вид на море. Хоть боковой, хоть какой-то, но он с видом на море. Есть еще такой минус, ну, мама, конечно, знала, что так и будет, но минус в том, что вот отель, и рядом с ним практически ничего нет. Пару других отелей стоят, и небольшой фруктовый рынок, где мы всю неделю покупали экзотические фрукты. И, в принципе, кроме этого рынка, тут пойти некуда, только если брать такси и ездить куда-то в округе. И еще здесь есть джакузи, только оно сейчас не работает. Но скоро придет 10 часов утра, и дядя его включит, запустит. И джакузи не один, их несколько во всем бассейне. И еще с 10 будет очень-очень громкая музыка и анимация. И еще один не совсем минус, но для меня это минус. Вот когда мы приезжаем в какие-то отели Египта, я всегда привыкла, что у нас все включено. И то есть, когда мы приезжали последний раз в Египет, мы могли, когда хотели, ходить есть, и были бары, и мы могли брать, пойти мороженое, коктейли и так далее. А тут у нас только завтрак и ужин, и все бары возле бассейна платные. И тут в основном ничего, кроме алкоголя, и нету. Алкоголь платный весь, кстати. Ну, и кроме него тут ничего и нет. Это раз. А во-вторых, мы такое питание выбрали сами, но мы могли взять все включено, но оно было очень намного дороже, была существенная разница. И обед, в принципе, здесь не нужен, потому что мы постоянно где-то. Мы не в отеле не находимся в обеденное время. Вот, и смысл его было брать. Иногда мы его меняем, ужин меняем на обед. Утром какая красота, да? Нет еще этих шумных, кричащих детей, вопящих. Тишина и спокойствие. Шезлонгов всегда достаточно, и приходишь, в принципе, нет такого, что вот негде лечь. На территории отеля есть магазин, он не прям большой, но там есть очень много разных вещей, такие как разные переходники, одежда, какая-то еда, ну не прям еда, а чипсы и что-то такое. Там очень много сувениров, сумок одежды и пляжных вещей. Поэтому, если вам что-то нужно и вы что-то забыли дома, то вы можете сходить туда и купить. Но, правда, цены там, конечно, выше, чем если вы пойдете и найдете какие-то другие магазины не на территории отеля. Еще очень классно, что в номерах есть абсолютно все, начиная от чайника, заканчивая утюгом. Я всегда беру с собой утюг, а в этот раз Света взяла наша с собой утюг. Ну, можно было этого не делать, потому что утюг есть в номере, гладильная доска, кофемашина, чай, кофе. В душе есть фен очень хороший, не такой, как в Египте, вот этот вот привязанный, а такой реально нормальный, дорогой. Вот, и что еще? Ну, а точнее, это все есть конкретно в нашем номере, и, возможно, в номерах, которые меньше, чем наши, этого нет. Но это Нет, есть во всех номерах, да? Во всех, да, потому что и в стандартных, и в нашем у нас чуть-чуть улучшенный номер, потому что у нас 4 человека, вот, и в Викином номере тоже есть. А ты готова уезжать? Да. Ты хочешь в Одессу больше, чем в Дубай? Ага, я там Каталину жду. Водичка на отельном пляже просто потрясающая, бирюзового цвета в любую погоду. Сейчас упадет. В заключение могу сказать, что нам, в принципе, Фуджейра и сам отель очень понравился. Я бы еще сюда вернулась. А мы будем ехать в аэропорт. Из Фуджейры до Дубая, как я уже говорила раньше в предыдущих выпусках, 135 километров. Но время в дороге как-то пролетает очень быстро. Пока мы доехали, уже стемнело, пока прошли регистрацию, уже наступил вечер. Прилетим мы поздно ночью в Кишинев, и оттуда будем добираться в Одессу. Хотела вам снять ночной Дубай и Бурдж-Халифу, но мы взлетаем откуда-то с другой стороны сегодня, и ее не видно. Папе привезли фрукты. Привезли фрукты из Эмиратов. Вот сколько всего мама тащила в чемоданах. У меня такой перевес был, скажи. Манго, я его обожаю. Ананасы. Драгонфрут это, да? Маракуйя. Финики. А ты что любишь? Сейчас упадет, стой. Ух ты! Какая красота. Папуля, манго. Будешь чистить? Да. Красота, да?